Привет всем, дорогие наши друзья. Занесло меня сегодня на крышу. Занесло, загнали. Ну или загнали. А мы забыли челку одеть. У нас проблема такая, появилась трубой на крышу у родителей. Появилась где-то трещинка, непонятно где. Непонятно где трещинка. И при очень был пару раз ливень, и она просачивается по трубе где-то. Но мы сейчас немножко ее заштукатурим. Но будем штукатурку наносить как густую побелку. Но сначала мы трубу, так сказать, прогрунтуем. А прогрунтуем мы взяли жидкое стекло или силикатный клей, ну и разбавили 1 к 1 с водой, чтобы она просачивалась лучше, пропитывалась в трубу, ну, в кирпич. А потом сразу поверх нее и проштукатурим. Этот способ мы уже использовали. Вернее, я использовал. Он себя зарекомендовал хорошо. Второй раз вторым слоем проходимся силикатным клеем. Для более прочности. Сегодня ветер. Задувает, наверное, микрофон. Страшное дело. Может, я давай помашу кисточкой. Ну, если есть желание. Ага, вопрос в другом. А ты мне доверяешь? Столь важное дело. Не знаю. Вот, давай с этого начинать. Не будешь зубы чистить, тоже такая зубная щетка будет. Сделали цементный раствор. Добавили сюда жидкого стекла. Сейчас вот размешаем и будем заделывать. А закинуть не надо, наверное? Так, вот, готово. Такое густая сметана, да? Ну да. Ты вот вторым слоем прошелся, да? А теперь ну, покрываешь таким раствором цемента. Да? Да, залил. Что? А мне
Может, я что-нибудь тебе как-то помогу? Там, допустим, ляпну туда, а ты будешь размазывать. Ну давай. Понятно. А ты мне доверяешь? Ляпать доверяю. Ну ладно, давай я попробую. Попробуй. Так, я беру шпатель. Я ж не ляпала никогда в жизни, но вот мой первый ляп. О, Господи, Господи. Ты уверен, что ты тому человеку доверил это дело? Ладно, ты перемешивай тогда. Да? Ладно. Чтобы она застывала. Хоть только Так, чуть-чуть подвинься. я уже поняла. А то я буду как вот эта труба. Будешь как труба. А как часто перемешивать? Просто перемешивай. В итоге у нас будет белая красивая труба. А потом, может быть, еще раз. Потом, да, сейчас у нас замеса не хватит нам это. Да его и делать надо небольшими замесами, чтобы не успевала застывать. Эх, красота-то какая. Ну ты может потом слышишь, как подсохнет этот. Можно будет... А? Не понял. Не, можно будет тоже такое же сделать болтанку. И промазать. Андрей, по-моему, поля горят. Поля, по-моему, горят. Да. Ага, степь горит. А нет, это мусорник горит. Да? А, ну, Степь, вон. мусорник подпалили. И то дальше этот сам. Синовка. А это мусорник горит, подпалили. Вон черный, смотри. Это бугор сгорел. Ужас какой-то. Давай. Скажи, что там Коля горит. Коля горит, что там. Коля там горит. Ну, мусорник. Сюда. Нужно как чаще помешивать, для того, чтобы он не застывал. Сейчас мы уже подходим к концу обмазывания трубы, и он уже такой более-менее густой. Ну, мы его сейчас разводить уже не будем, но его будет достаточно, чтобы обмазать то, что нам осталось, это местечко. Так он должен быть. Ну и консистенция у нас как раз подходит такой. Ну вот. Так что старайтесь в процессе обмазывания помешивать. Чтоб клей не застывал на верхнем слое. Так, чтобы на поверхности раствора клей не застывал коркой, чтобы не становился. Вот он комками потом берется, и все это нехорошо. Вот так. Закончили мы обмазывать.
Но оно еще до конца не высохло, конечно. Это мы один раз только обмазали. А в следующий раз мы еще раз будем обмазывать, пройдемся еще одним слоем. Для более верного эффекта. Ну все. Вот так вот мы сегодня поработали немножко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Здоровья всем, пятница всем.